Несколько лет назад Андрей ушел из семьи, оставив прошлое позади. Тогда ему казалось, что он поступает правильно. Карьера стремительно шла вверх, бизнес требовал всего его времени, а отношения, какими бы теплыми и настоящими они ни были, начинали казаться помехой. Они с Еленой расстались без скандала, тихо, почти холодно, словно заранее договорились не усложнять друг другу жизнь. С тех пор многое изменилось. Андрей стал миллионером, успешным, уверенным, окруженным вниманием и почтением, но внутри — пустым. Женщины появлялись и исчезали, удовольствия быстро теряли вкус, а одиночество становилось привычкой, словно частью его характера. О Елене он старался не думать. Конечно, иногда память предательски возвращала ее образ, ее глаза, ее улыбку, ее голос. Но Андрей гнал это прочь, убеждая себя, что это просто прошлое. Однажды все изменилось. Он возвращался из командировки и спешил через шумный зал вокзала. Люди вокруг суетились, катили чемоданы, торопились к поездам. И вдруг он увидел ее. Елена держала на руках младенца. Все вокруг будто замерло. Она изменилась, стала еще красивее, но Андрей узнал ее сразу. Та же осанка, те же движения. Рядом с ней ребенок, удивительно похожий на него самого. Он не подошел сразу, просто стоял и наблюдал, чувствуя, как горло сжимается от нахлынувших эмоций. Что-то внутри подсказывало — это не совпадение. Позже, когда правда открылась, Андрей долго не мог поверить. Оказалось, что в тот момент, когда они расстались, Елена уже была беременна. Она не сказала ему, не просила помощи, не искала его. Она просто решила жить дальше сама, вместе с ребенком. А он, ничего не зная, строил свою империю, не подозревая, что где-то растет его собственный сын. Шок сменился горечью, потом раскаянием и, наконец, решимостью. Андрей начал проводить с ребенком все больше времени. Учился быть отцом, учился быть рядом. Елена не ждала его, не звала, но сердце ее, похоже, так и не закрылось окончательно. Шаг за шагом он возвращал ее доверие. Не деньгами, не обещаниями, а поступками. Прошлого не вернуть, но настоящее в их руках. Теперь они снова вместе. Уже не как беззаботные влюбленные, а как семья, крепкая, настоящая, с историей, начавшейся задолго до той случайной встречи на вокзале. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.